Привет всем и добро пожаловать на мой YouTube-канал Анжи. Сегодня я поделюсь с вами мнением о бренде Джисоу. И я колебалась, брать его или нет, потому что это достаточно дорогой бренд. И мут сегодняшнего дня – Нигин Мирсалихи. Она очень известный и влиятельный блогер. Ее волосы выглядят потрясающе. Они такие гладкие и здоровые. А это самая сильная позиция для развития своего маркетинга и бренда по уходу за волосами, который она создала в 2015 году. У меня нет всех ее продуктов, но я расскажу вам то, чем пользовалась, и сделаю такой обзор. Этот бренд действительно интересный. В России, к сожалению, он официально не представлен, но есть байеры и небольшие косметические магазины, в которых ты можешь приобрести косметику Джисоу. Джисоу – бренд, который я нашла в Инстаграм, и моя соседка Бая рассказала мне о его популярности. И я хотела докопаться в суть дела, действительно ли бренд так хорош. А их упаковка, о боже, вы это видели? Она такая эстетичная, она такая красивая. И мне было интересно, совпадает ли эстетика с ожиданиями, с фактическим использованием. И прежде чем мы начнем, я любезно тебя попрошу подписаться на мой канал и поставить колокольчик уведомлений, чтобы быть в курсе всех моих новых выпусков. Итак, продолжим обзор. Семья Нигин владеет пчелиным медом, пчелиным садом, как это сказать? Семья Нигин владеет пчелиным садом в Нидерландах. И вся их продукция основана на меде. Я проверила самые популярные их продукты на себе, чтобы ты не тратил свои деньги, если тебе это не подойдет. Упаковка невероятная, они явно вложили много денег, очень много деталей. И такая инстаграмная, приятная. Первое, что я купила, это было масло для волос. Итак, зафиксируем. Мои волосы средней густоты. Они жирные у корней и сухие кончики, но благо я не крашусь. Масло для волос. Есть в объеме 50 мл и travel-версия в объеме 20 мл. Упаковка очень красивая, тяжелая, стеклянная. На нем написано масло, настоянное на меде. Но упаковка, у меня все же есть к ней претензии, не совсем удобная и непрактичная. Сейчас я объясню вам, в чем же дело. Изначально я придерживалась travel-версии 20 мл, потому что это удобно для меня, так как я сейчас нахожусь в Турции и планирую дальше ездить. Масло имеет вот такую пипетку. С одной стороны, это действительно удобно, но когда ты ее вот так ставишь назад, то она контактирует с горлышком и немного как будто протекает. Из-за этого флакон может пачкаться. Может быть, я неправильно пользуюсь. Я стараюсь очень аккуратно его назад поставить, пипетку, но тем не менее все равно у меня всегда тюбик стеклянный именно в масле. Мне это не очень нравится. К тому же мне не нравится, когда косметика контактирует, даже масло, с окружающей средой. Все-таки я за более закрытые какие-то форматы. Мне очень нравится, когда с дозатором масла. Но тем не менее, масло мне очень понравилось. Я использую его практически каждый день, независимо от того, мою я голову или нет, потому что мои концы волос сухие, жесткие, и они путляются между собой. Я растираю его в руках, и, боже, этот прекрасный аромат, запах божественный, действительно божественный, и наношу на концы. Обычно я разделяю вот на две части волосы, и наношу на концы и на среднюю часть длины. Я и раньше использовала масло для волос, и от Джисоу я не заметила эффекта, что мои волосы стали очень жирными. Возможно, дело в дозировке, то есть на мою длину уходит одна маленькая пипеточка, даже половина пипеточки, я бы сказала. Поэтому я советую, конечно, подобрать свою дозировку. Но запах просто божественный. Мои волосы очень ненасытно впитывают это масло в себя. 33, ну вот, опять я вот про это и говорила. Здесь опять у пипетки какие-то проблемы у пипетки. Опять мои руки масляные. Поставлю его. И еще раз, чуть-чуть помажем волосы. Чуть-чуть еще помажем. Масло очень дорогое. Я покупала все в Сефоре. Ниже прикреплю ссылки, где можно приобрести в России у байера, либо в магазинах. 20 миллилитров стоит $33, примерно 2500 рублей. 50 миллилитров, так, 57 долларов, это 4300 рублей. И 100 миллилитров, 109 долларов, где-то 8000 рублей. Фух, ребята, да, это очень дорогой бренд, особенно для одного продукта. Джисоу. Я никогда в жизни не тратила столько денег на масло для волос.
В его защ- В его защиту можно сказать, что его надолго хватает. Я пользуюсь им практически каждый день на протяжении месяца, и вот сколько ушло. Я думаю, что мне хватит его на 4 месяца. Но за 2500 рублей можно купить пару футболок или вынести пакет с едой из Вкусвилла. Ну а на 8000 рублей можно вообще одеться или накрыть на стол. Просто есть о чем задуматься. Но я купила еще одно, хоть оно и стоит конских денег, потому что оно такое приятное и пахнет потрясающе. Аромат держится минут 10-15, дальше я его не ощущаю. В их линейке у Джисоу есть дымка. Дымка – это такая парфюмированная вода специально для волос. Потрясающий аромат, судя по отзывам других людей, но для меня это не подходит, так как я не люблю слишком много аромата. Но если ты любишь запах для волос, то тебе, скорее всего, дымка понравится. Если ты хочешь попробовать масло для волос, я советую тебе брать все же мини-версию Travel, так как ее надолго хватает, и ты успеешь оценить, подходит ли это для тебя. Шампунь 330 мл стоил в районе $68, 4800 рублей, но цены очень разнятся в зависимости от того, в какой стране ты покупаешь и у кого ты покупаешь. Запах приятный, хорошо пенится. Мои волосы стали гладкими, увлажненными. Я пользуюсь примерно в течение 2 месяцев, расход средний. На мою голову уходит примерно 2-3 нажатия. Я использую только шампунь на кожу головы. А остальная пена, которая стекает по длине волоса, сама промывает волосы. То есть специально на длину волос я не наношу шампунь. Если ты хочешь подробное видео, как я ухаживаю за своими волосами, или, возможно, как отрастить длинные волосы и здоровые, напиши мне об этом в комментариях. Шампунь делает мои волосы очень мягкими, особенно это радует мои концы. Но что касается кожи головы, то он имеет увлажняющее действие, хоть и хорошо промывает кожу головы. Однако из-за того, что мои волосы не крашеные, для меня такой шампунь не совсем подходит. Поэтому все-таки второй раз я его покупать уже не буду. Опять же, если у тебя пористые, может быть, текстурные, кудрявые волосы или крашеные, тебе это действительно может понравиться. Но помни, детка, 5000 рублей. Ты готова? Есть, кстати, мини-версия. Следующий кондиционер 240 мл, 5500 рублей, $73. Я наношу его каждый раз, когда мою свои волосы. Расход чуть больше, чем шампунь, так как я его наношу от середины волос и до самых кончиков. После этого я беру гребень и хорошенько их прочесываю. Волосы не травмируются из-за того, что они в бальзаме. Через 2-3 минуты я его смываю, и волосы супер мягкие. Есть еще вот такой текстурирующий спрей. Изначально он придает объем волосам и делает такую пляжную волну. Ключевой компонент прополис с маслами и витаминами. Прополис – это компонент, который предотвращает ломкость волос и секущиеся кончики. И, конечно, у него очень приятный аромат. Но я редко укладываю волосы таким образом, поэтому я боюсь, что буду очень редко использовать этот продукт. Однако, если у тебя от природы кудри, то это средство тебе понравится. Примерно 6500 рублей, $70. У Джисоу есть еще маска для волос. Я прикреплю ее здесь. У меня была travel версия, тоже маленький объем. И это то, что мне очень понравилось. Маска божественно пахнет, и мои волосы были благодарны мне. Я наносила также от середины на кончики волос примерно на 15-20 минут и после их расчесывала. Волосы выглядели супер увлажненными и мягкими. Есть еще инстаграмный метод, когда берут маску и поливают сверху маслом для волос, наносят также на середину длины и концы, заворачивают это в пучок, ходят 15-20 минут, также прочесывают и смывают. Для меня это масло масляное и не подходит такой вариант. Я предпочитаю все-таки такие этапы увлажнения разделять. Маска дает ощущение, как будто ты только что вышла из салона. Они такие насыщенные и увлажненные. И дает ощущение, как будто у тебя очень много шевелюры и объема. И даже мне маска дала чувство, что у меня как будто больше волос.
Есть еще вот такой текстурирующий праймер, паста для волос. Это очень удобно, убирает лишние, например, волосинки, либо наоборот помогает кудряшке держаться в форме кудряшки и не распадаться. В один момент делает и текстуру, и удерживает форму, которую ты задашь. Мне нравится его наносить, когда я делаю хвост, например, чтобы волосы не торчали в разные стороны. Он даже придает такого объема и в то же время не дает распадаться всем этим пушинкам. В Джусоу есть еще различные наборы и мини-версии. И если ты хочешь попробовать этот бренд, я советую взять как раз-таки мини-версию. К сожалению, в Турцию еще не завезли масло для лица и блеск для губ масла. Но, о боже, я бы так это хотела попробовать. Однозначно, продукты, которые я бы повторила к покупке, это маска для волос и масло. Если ты хочешь обзор на другие продукты из Джусоу, напиши мне об этом обязательно в комментариях. Если тебе понравилось мое видео, ставь большой палец вверх и подписывайся на мой канал. Я действительно ценю вас всех. Нас уже 173 подписчика, а это значит, что я очень близка к тому, чтобы монетизировать свой канал. Для меня это огромный путь преодоления и рубеж. Увидимся с тобой в следующем ролике. Oh boy. Пока!